Привет! Этот расклад покажет, если вы в ссоре, почему вы ссоритесь и возможно ли примирение, вернется ли к вам любимый. Бывает так, что мы живем с человеком и ссоримся непонятно почему. Почему у вас рассорка, почему часто вы не понимаете друг друга. У всех бывают такие ситуации, поэтому рекомендую смотреть расклад всем. Почему вы ссоритесь, если вы ссоритесь, а если вы не понимаете друг друга, то почему? Если что-то не ладится, то почему? И как сделать так, чтобы жизнь ваша ладилась? Это личная жизнь и любовь. Здесь два яблока. Это заговор на счастливую любовь и на примирение. А также энергетика цветов повышает энергетику расклада. То, что тайно станет явным, то, что нужно, проявится. И счастье к вам вернется, потому что цветы заговоренные, а сейчас я посмотрю диагностику вас и вашего любимого человека. Здесь есть вы и ваш любимый, о котором вы сейчас думаете. Вот вы вышли. Я вижу, что рассорка была сделана, потому что карта крест на это показывает. Но вы не волнуйтесь, здесь вы получите помощь. Загадайте любимого человека, подумайте о нем, представьте его себе как наяву. И посмотрим, что не так, что ему не нравится, почему он ссорится, почему он или не выходит на связь, или если вы живете вместе, почему у вас не ладится. Почему у вас не ладится, и станет ли у вас все лучше, будет ли у вас ладиться. Ваша личная с ним жизнь. Что готовит судьба с загаданным человеком? Ну что ж, волноваться вам не о чем. Мужчина смотрит на кольцо, а это значит, любит вас и обещание свое выполнит, но это только при диагностике. А сейчас мы будем делать для вас расклады. Я вначале просканирую то, что я здесь вижу. У вас сзади карта лилия, вы ему верная. И вы ожидаете от него открытости, а у него все, может быть, в тайне было. У некоторых проиграется, что мужчина женат, только если это ваша ситуация. Если вы только встречаетесь, он может быть женат. Если мужчина женат на вас, то охлаждение произошло. Почему произошло охлаждение? Потому что обида была нанесена вам, острая, злая обида. Много очень было ненавистников, завистников, много было негатива сделано. Скорее всего, это кто-то, кто третье лицо, кто пожелал вам плохого. Если у вас ситуация, мужчина скрывает другую женщину. Посмотрим. Я не вижу здесь любви к другой женщине. Я вижу, что он, может быть, имеет общих детей с ней, но любви у него к ней нет. Я не вижу любви у него к другой женщине. Но я вижу, что мужчина неплохой, хороший мужчина. Я вижу, что мог быть негатив от третьих лиц, поскольку коса вышла. Было поставлено на вас крест. Кто-то пожелал вам плохого. Кто-то, кого вы знаете в лицо. Может, это родственник, кровный кто-то, человек своих кровей. У многих проиграется, что мужчина вам верный. У многих проиграется. Я буду давать варианты в одном варианте. Если ваша ситуация, что вы в треугольнике или мужчина, может, был женат или еще пока женат, смотрите, у него, наверное, дети есть с другой женщиной. Что еще его связывает? Обязательство какое-то, скорее всего, бумаги какие-то ценные. Может быть, у них квартира записана на их двоих, или же наследство какое-то. Может быть, общие деньги, общий кошелек связывает их, может быть, связывает их что-то, что давно у них было, а теперь у них уже нет отношений. Это карта гроб. Теперь вариант проговариваю. Если мужчина ваш в треугольнике с вами, у него с той другой женщиной нет отношений, но есть общие дети. Он с ней ссорится, и он действительно ищет себе новую подругу. Будете ли вы, если вы в треугольнике с этим мужчиной? Да, вы будете вместе. Это карта судьбы. Вы будете вместе, вы будете с ним счастливы. Все прояснится, он даст о себе знать, он исправит положение, он сделает то, что должен сделать. Вы знаете, что он сделает, то, что пообещал вам, он выполнит обещание.
вы с этим человеком будете счастливы. Это для тех, кто в треугольнике. Я буду давать разные варианты. Если вы живете с мужчиной в браке, и у вас охлаждение и рассорки, виноваты ли третьи лица? Спрошу. Карта лилии остается, это карта вашей счастливой судьбы. Мы ее со стола не убираем, поскольку это тоже расклад привлекает к вам счастье. Всем тем, кто смотрит, независимо от времени просмотра, независимо от вашего статуса или местоположения на Земле. Расклад вам поможет прояснить ситуацию и привлечет счастье. Если вы замужем за этим человеком, о ком он еще думает? Ни о ком он не думает больше. Он думает о вашей ссоре. Он не понимает, почему у вас с ним все время острые ситуации. Почему вы на друг друга злитесь и говорите злые слова. Не думает он ни о ком другом. С вами хочет быть. С вами хочет быть, но еще на вас злится. И не понимает, почему он приходит, у него хорошее настроение, он хочет сказать «люблю тебя», открывает рот и начинаются претензии. Такая же ситуация может быть у вас. Почему такая ситуация между вами? Вы устали друг от друга. Карта сад. Нет гармонии больше. Усталость. Пиковая масть. Усталость. Только обязанности. Усталость. Любит ли он вас, если вы с ним в браке? Да. Если вы с ним в браке, это семья. Я, девочки, даю разные варианты для всех расклад. Если вы с ним в браке, у вас семья, он вас очень любит. Очень к вам привязан, он вас любит, и он сам не рад, что так сейчас между вами. Он надеется на то, что отношения исправятся. Во всяком случае, будет делать все, чтобы отношения исправились. Помиритесь с ним очень скоро и ссориться больше никогда не будете. Такой конструктивный расклад. Четкий очень. Я люблю, когда четко все по-простому. Теперь, если вы познакомились с мужчиной и не знаете, что он прячет, если вы с ним не живете пока вместе, а только знакомы, если у вас могут быть качели, то приходит, то уходит, если вы с ним встречаетесь, мы уже просмотрели треугольник, мы просмотрели, если вы женаты, а сейчас смотрим, если только встречаетесь, не понимаете, что будет дальше, какие у него планы относительно вас. Он хочет с вами семью, он хочет с вами стабильных отношений. Он хочет с вами семью, эта карта подтверждает. Если вы с мужчиной только встречаетесь, если вы и он, партнеры, любите друг друга, страсть, если есть уже близость или будет вот-вот близость, этот мужчина к вам относится очень серьезно, он хочет жить с вами. Он хочет, чтобы вы были его женой. Есть ли какие-то препятствия у вас? Я не вижу препятствий. Вышла карта сердца. Мужчина вас очень любит. Он, может быть, рассказал уже своим домашним о вас, и он ничего не скрывает. Он ничего не скрывает. Он вас очень любит, и он хочет быть с вами. Это очень хороший расклад. Мужчина вас очень любит. Хочет быть с вами всегда. Это в том случае, если вы встречаетесь. Он выбрал вас, он вас долго искал, он следил за женщинами, такие как вы, пока не нашел вас. Ему нужна была такая именно такое строение тела, как у вас, такая фигура, такой голос. Все то, что в вас есть, это то он себе и загадал, когда он искал вас. Он искал вас для семейной жизни, он вас пламенно любит, и у него очень серьезное к вам настроение. Это был третий вариант, если вы только встречаетесь. Бывают такие варианты, когда вы партнеры, живете вместе, но нет бумаг. Я считаю, как эзотерик, что любой мужчина должен сделать этот шаг. Если он живет с женщиной, он уже занят, он не свободен. Но часто матерями навязывается такое положение, что ты, мужчина, должен быть свободен. Только свободный мужчина может страстно любить. Вот такие всякие глупые установки, навязанные обществом, индуцированный бред общества. Не нужно вестись на вот эти всякие гадости. Мужчина, который с вами живет, он не свободен, он занят. Вы живете с мужчиной, вы тоже заняты, не свободно. Таков взгляд эзотерики на пару. Но сейчас я посмотрю, если мужчина и вы живете вместе, но он не делает этот шаг, он медлит. Он не делает вам предложение, чтобы ваши отношения были узаконены. Почему он медлит? Это уже четвертый вариант, да? Он вас любит. Он страстно вас любит. Почему он медлит? Может быть, мать мешает. Букет часто показывает на мать. Пиковая дама, это часто показывает мать.
Эти мамочки бедные, они сами не ведают, что творят. Потому что для себя же они не хотят такого мужчину, правда? Он вроде и не обманывает, если вы с ним партнеры и живете вместе, он вас не обманывает. Но эти мамочки внушили своим мальчикам, что мужчина должен быть свободен, что кто-то хочет его зарканить. Несчастные мамочки, влияние матери, скорее всего. Или же какой-то приворот его бывшей. Пиковая дама – это дама, кто вам вредит. Третьи лица замешаны. Да, так проявилось, как я и сказала. Итак, это уже четвертый вариант, да, девочки? Кто там считает? Я, может, и не считаю. Я считаю ченнелинг карт, и то, что выходит, то и говорю. Насколько я помню, первый вариант был касательно, если вы в треугольнике. Второй вариант касательно, если вы замужем за ним. Третий вариант касательно, если вы недавно познакомились, еще вместе не живете, а только встречаетесь. И это четвертый вариант. Все варианты где-то вам нужны. В каком-то варианте может исцелиться какая-то родовая история, где это или другое было, да. Во всяком случае, все варианты вам помогут. Это вы должны знать. Себя вы узнаете там, где узнаете, и расклад вам даст дельный совет. Итак, если вы живете вместе, но он не делает решительный шаг, который, в общем-то, должен сделать любой мужчина, это достойное поведение мужчины. Есть третье лицо, скорее всего, женщина. Это может быть его мать, дама пик, или может быть его бывшая, дама треф. Есть, может быть, даже две женщины, которые мешают. Бывшая могла делать какую-то гадость, какой-то негативный ритуал. Но вы понимаете, что не бывает магия черная, не наказанная, да? Так что человек получит обратку. А сейчас я посмотрю, сделает ли он этот решительный шаг. Если сделает, то когда? Он сделает решительный шаг. Он даже квантово ощущает этот расклад. Он ощущает, что он неправильно себя ведет. Ему внушили, индуцировали бред ему, от мамочки, скорее всего, что мужчина должен быть свободен. Это все глупости. Мужчина, если он живет с женщиной, он занят. И я здесь заговариваю этот расклад, чтобы он сделал этот решительный шаг. Карта Медведь – это его решительный поступок. Да. Произойдет встреча. Он скажет, что он хочет на вас жениться. Он сделает этот нужный шаг. Он выйдет из-под влияния или матери, или бывшей. Он сделает этот решительный шаг, и вы будете с ним очень счастливы. Он очень боится вас потерять, медведь и всадник. Он боится, всадник – это карта встреч. Он боится, что вы будете встречаться с другим мужчиной, потому что он понимает, что если он чувствует себя свободным в отношениях, то и вы можете также себя почувствовать. Правда, девочки? Будьте сильнее, будьте тверже. Он боится, что вы уйдете от него к другому мужчине. Может быть, кто-то на вас смотрит, может быть, вы с кем-то флиртуете, потому что вам надоела его нерешительность. Во всяком случае, есть третье лицо, которое вами заинтересовано тоже. И вы знаете, что на нем свет белый клином не сошелся. Он это тоже чувствует. Он очень боится, что вы от него уйдете. Поэтому он сделает этот следующий шаг. Он его не делал, был в вас уверен, он вами пользовался. Вампирил. У кого-то больше, у кого-то меньше. По знанию или не по знанию, но вампирил. Теперь он понял, что так долго на вампиризме не протянешь. Кто-то вампирит тоже человек ущербный, да. Поэтому он не хочет быть ущербным человеком. Он чувствует, что вы нравитесь мужчинам, что вы красивая, умная, что с вами любой будет за счастье считать, если будет с вами иметь отношения. Он понимает это, что на вас смотрит мужчина, вы нравитесь. Он боится вас потерять, боится, что вы будете встречаться за его спиной с другим человеком. И поэтому он сделает этот решительный шаг, обязательно в вашу пользу. Здесь переживать не о чем. Вот видите, когда. А еще в самом начале расклада, да, я рассказывала вам ситуацию, если в треугольнике кто. У всех девочек проиграется по-вашему, да. Я хочу сказать, что кольцо ведь тоже показывает счастливые отношения. Некоторые девочки смотрят, у кого счастливые отношения. Просто смотрят, потому что эстетика расклада привлекает вас. И я знаю, что это действительно так. И это правильно, когда эстетика расклада привлекает. Потому что расклад всегда помогает сохранить хорошие отношения и сделать хорошие отношения еще лучшими. Я сейчас посмотрю для всех советы карт. Стихия огонь.
если вы относитесь к стихии огонь, если у вас в вашем гороскопе есть активность в Овне, Стрельце и Льве, если вы по Лев, по Солнцу, Стрелец или же Овен. Для стихии Земля, если у вас есть активность в стихии Земля, что такое активность? Там может быть Луна, Асцендент, Венера, Марс, любая другая активность. И если вы относите себя по Солнцу к стихии Земля, Тельцы, Девы, Козероги. Совет вам, если вы относитесь к стихии Воздух, или у вас есть активность в вашей натальной карте рождения в знаках Воздух, Близнецы, Весы и Водолеи. Или вы по Солнцу Близнецы, Весы или Водолеи. Стихия Вода, если у вас есть активность в стихии Вода, или вы относитесь по Солнцу к знакам Рак, Рыбы, Скорпионы. Посмотрим для вас советы. Начинаем. Хочу сказать, что все стихии представлены у вас в гороскопе. Если вы считаете себя какой-то одной стихией, вы делаете неправильно. У нас у всех есть 4 стихии. Одна из стихий ведущая, остальные помощники. Все советы вам подойдут. Основной совет выбирайте по той стихии, которая у вас ведущая, как я уже сказала. Это обязательно Луна, восходящий знак или Солнце. А другие стихии – это дополнительные советы. Поскольку сам Творец, Вселенная, проявляется в мелочах, советы, даже самые мелкие, они иногда бывают самые важные. Поэтому смотрите все советы. Вначале стихия огонь. Выходит опять карта Букет. Она уже выходила в этом раскладе. Она говорит о том, что нечего вам бояться. Ваши отношения будут переходить на новый счастливый уровень. Вы с вашим мужчиной будете очень счастливы. Он сексуально к вам привязан, потому что букет – это высшее проявление любого растения. Вот видите, здесь цветы, поэтому букет выходит столько раз уже. Расклад всегда магический, и он всегда – это белая магия. Я работник света. Поэтому здесь на раскладе, вот, пожалуйста, цветы, вибрации расклада повышаются, и выходит карта букет уже в который раз. Для огненных знаков ничего не бойтесь. Ваши отношения после расклада будут все улучшаться и улучшаться. Вы с этим человеком будете очень и очень счастливы. Если у вас или треугольник, или споры, или рассорки какие-то, это все уйдет. Мужчина будет с вами, вы будете с ним очень счастливы на всю жизнь. Он обожает вас. Он обожает вашу внешность, а также вашу душу. То есть он вам и любимый, и друг, самый лучший. Поэтому если есть вот такая любовь, дружба, это на всю жизнь. Мужчина от таких женщин никогда не уходит. Всегда будет женщина, которым ему интересно, как с другом. Ну а тоже сексуальное влечение очень сильно у него к вам. На всю жизнь он к вам привязан. Это были огненные знаки. Продолжайте смотреть. Все для вас важно. Это знаки Земли. И у девочек, у кого он не выходил на связь, были рассорки, качели в отношениях, то появлялся, то исчезал. Или даже если вы живете вместе или женаты, но между вами нет контакта. Вот это контакт. Мужчина выйдет на контакт. Вы для него очень важный человек, он вас любит. Он даст о себе знать буквально очень скоро. Это любовное письмо. Он признается в любви. Для многих девочек эта карта означает, что он предложит вам или жить вместе, или руку и сердце. Очень важная карта. И здесь буквально зазывы любимого. Это письмо говорит с ним сейчас, и он в это время осознает, что ему обязательно нужно с вами связаться, и обязательно нужно вам рассказать, как он вас любит. Это правда, он вас действительно любит. Это для знаков Земля. И других знаков тоже касается, как дополнительный совет. Теперь знаки Воздух. Карта Змея. Во-первых, не бойтесь этой карты, я возьму дополнительную, чтобы ее объяснить. Карта Змея может многое означать. Каждая карта Ленорман – это целая энциклопедия. Карта Змея может означать мужскую сексуальность, ум, находчивость, смелость, а также может указывать на соперников. Если вы относитесь к знакам Воздух, я сейчас здесь добавлю дополнительную карту для вас, чтобы прояснить ситуацию. Сейчас все узнаем. Что означает эта карта Змея для знака Воздух? Нет, он любит вас. Змея – это, скорее всего, его страсть. Все-таки вышла карта Сердца.
Он любит вас. Змея смотрит в другую сторону от сердца. Я бы сказала, что очень важно знать направление карты Ленорман. Он любит вас. Это его сексуальное влечение к вам. Он умный, предприимчивый. Это карта смелости, это карта хороших денег. Вы для него трифовая дама. Вы не только дама для него, которую он любит страстно, но тоже любая семья – это деловые отношения, кто не знает, да, так в эзотерике идет. Поэтому он очень хочет с вами иметь именно счастливую семью, где все по полочкам. Он любит, когда все по полочкам. Сильная страсть к вам, червовый король он проходит, и вы с ним будете очень счастливы. Это не соперница в данном случае, потому что карта вышла, говорящая в вашу пользу, сердце. Он вас очень любит. Теперь мы посмотрим для знаков вода. Здесь ваша мечта о мужчине полностью исполнится. Сейчас подумайте, загадайте этого мужчину, представьте себе его как наяву. Это тот человек, которого вы любите, и спросите у этой карты, что желаете для своей любви. Потому что карта звезды у Ленорман, шестерка червовая, это исполнение любой мечты. Вы с этим мужчиной будете очень счастливы. Вас ждет дальнейшая, длинная, счастливая жизнь, где все ваши мечты будут исполняться. Карта звезды – прекрасная карта. 1,6 по нумерологии – это звезда мага, так что ваше желание будет исполняться. Здесь 6, 2,4 – это 6, исполнится мечта. 6 – это подарки судьбы. Мужчина даст вам подарки, какие-то подарки своего сердца или какие-то материальные дары, потому что шестерка – это когда дарятся подарки, да, это касательно знака воздуха. Я вернусь по нумерологии, пару слов скажу. Раз я сказала для водных знаков, для всех других скажу. Здесь 2,7 это 9. 9 это полнота. Это самое большое число в нумерологии. Это значит, что он расскажет, как полнота его чувств, как сильно он вас любит. И его чувства настоящие, ему можно доверять. А здесь по нумерологии тоже 9. 9 это опять же полнота его чувств. Это полное число, которое включает в себя все другие числа и говорит о его преданности, любви и постоянных чувствах к вам. Говорит о даме пик. Если вы настрадались, у вас были нестабильные отношения, то теперь у вас будет большое счастье с мужчиной, потому что Вселенная теперь будет дарить вам подарки, и вы получите вознаграждение за свои какие-то переживания, которые вы имели до сих пор. Вот такой расклад. Вот такой расклад магия цветов. Высокие вибрации у этого расклада всем будет приносить пользу и помощь. Ставьте, девочки, лайк. Лайк вы ставите высшим силам, которые через карты с вами взаимодействовали. Кому нужны уроки Ленорман, пожалуйста, обращайтесь на мой сайт, только официальный сайт. В описании этого видео там есть стрелочка. Описание видео могу только я добавить, понимаете? Поэтому там все четко, только мой официальный сайт. Обращайтесь к урокам, уроки вам помогут себя найти, а также для профессиональной деятельности очень ценный материал я вам даю. Хочу сказать огромное спасибо всем спонсорам канала, огромное спасибо за поддержку. Все, кто финансово меня поддерживает и дает возможность мне помогать всем безоплатно, в общем доступе, только работаю. Всех вас люблю, обожаю. И мы увидимся с вами только тогда, когда у вас появится желание посмотреть мое видео, когда вы его выберете. Всегда с вами пообщаюсь, всегда выйду с вами на связь, всегда посмотрим на картах вашу судьбу. Всегда карты дадут советы. Дадут практичные советы, покажут, как быть дальше. И мои карты, расклады тоже магические, то есть они всегда убирают негатив, всегда приносят счастье, удачу, помогают вам найти свою счастливую судьбу, открывают дороги на любовь и на финансы, так что всегда полезно для вас смотреть. Кстати, у меня спрашивали, как часто можно смотреть мои расклады. Но у меня такие расклады, что их можно смотреть каждый день, потому что именно они исправляют судьбу. Это мой метод. Вы не знаете полный мой метод, я гомеопат. Мой метод, он, конечно, в тайне держится. Многим и очень многим я уже помогла. Все мои расклады заговоренные на счастье. Ну, какие заговоры я делаю, это, конечно, мои тайны. Поэтому кто-то меня копирует, но сами понимаете, да? Именно мои расклады обладают моей помощью для вас. И только ко мне на сайты и на каналы можно обращаться за этим. Всех вас люблю, обожаю. Медвежьи обнимашки вам из медвежьей канадской страны, сибирской. И будем видеться тогда, когда вы этого пожелаете. А я всегда вам рада. До новых встреч.